Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим муссовый десерт для истинных любителей шоколада. В нем собраны все три классических шоколадных вкуса. Речь идет о десерте «Три шоколада», а готовить его я буду в маленьких порционных стаканчиках. Сделать такой десерт не составит большого труда. Это десерт без выпечки. Получается он очень вкусным, нежным и мега шоколадным. Десерт в стаканчиках очень удобно подавать на большую компанию. Каждому достанется своя порция шоколадной радости. А также можно уменьшить порцию и приготовить только для себя любимого, чтобы утром с чашечкой ароматного кофе зарядиться хорошим настроением на весь день. Так что досматриваем видео до конца. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, мне понадобится 50 грамм черного шоколада, 50 грамм молочного шоколада и 50 грамм белого шоколада, 300 грамм жирных сливок 33%, 300 миллилитров молока, 50 грамм сахара, 4 желтка, 10 грамм желатина и 60 миллилитров воды для желатина. В первую очередь заливаю желатин водой и дам ему набухнуть. Желатин я развожу в соотношении 1 к 6. 1 часть желатина, 6 частей воды. Сотейник с молоком ставлю на плиту и довожу до кипения. К желткам добавляю сахар и растираю венчиком. Снимаю сотейник с молоком с огня и тонкой струйкой добавляю желтки, при этом интенсивно размешивая, чтобы желтки не сварились. Переливаю массу назад в сотейник и возвращаю его на плиту. На небольшой мощности увариваю крем, чтобы он стал гуще. Так как ни муку, ни крахмал я к желткам не добавляла, сильно крем не загустеет. Примерно вот до такой консистенции. На лопаточке остается след, если вы проводите по ней пальцем. Снимаю сотейник с огня и отправляю в него набухший желатин. Перемешиваю до полного растворения желатина. Не давая массе остыть, заливаю ею шоколад, стараясь разделить на 3 равные части. Даю шоколаду подтаять и размешиваю. Жирные сливки взбиваю до мягких пиков. Не забывайте, что взбиваем мы всегда только сливки с жирностью 33-35% и обязательно холодные. Когда готовите муссовые десерты, то не нужно сливки взбивать до плотных пиков. Достаточно просто сделать их пышными. Вот такая должна быть консистенция. Эту массу мне тоже нужно разделить на 3 равные части. Чтобы получилось точно, я воспользуюсь весами. Нижний слой у меня будет из черного шоколада, поэтому первым я буду вымешивать его. Добавляю третью часть сливок и аккуратно вымешиваю лопаточкой, зачерпывая снизу вверх, чтобы максимально сохранить воздушность. Готово! Разливать десерт я буду вот в такие порционные стаканчики. Они объемом 50 и 75 мл. Вы можете брать любой формы и любых размеров. Сейчас очень большой выбор. При помощи ложки распределяю шоколадный мусс по стаканчикам. Можете переложить мусс в какой-нибудь кувшин с носиком, чтобы было удобнее разливать.
Убираю все это в морозилку минут на 10-15, чтобы мусс схватился, и приготовлю второй слой из молочного шоколада. Добавляю часть сливок в молочный шоколад и аккуратно вымешиваю. Мусс готов. У меня на канале есть еще десерт в стаканчиках, всеми любимое тирамису. Ссылку на него я оставлю под этим видео. Обязательно посмотрите, десерта в стаканчике много не бывает. Достаю стаканчики из морозилки. Первый слой прекрасно схватился. Распределяю мусс из молочного шоколада. Готово! Снова убираю в морозилку на 10-15 минут и займусь белым шоколадом. Добавляю оставшиеся сливки, вымешиваю и заливаю верхний слой из белого шоколада. Теперь десерт можно поставить в холодильник на несколько часов, чтобы мусс хорошо застыл. Перед подачей можно украсить десерт тертым шоколадом или шоколадными шариками. А если хотите, то добавьте ягоды. Это дело вкуса. Вот такой десерт 3 шоколада в стакане получился. Мусс очень нежный, сливочный и мега шоколадный. Очень вкусно! Подача десерта в таких стаканчиках украсит ваш праздник, а шоколадный вкус вы запомните надолго. Обязательно приготовьте его, но и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.